Итак, друзья, всем привет! Сегодня новый день, продолжаем ковыряться в баньке. Немножко пробегусь по комментам под прошлыми выпусками. Многие спрашивают, обрабатывал ли я доску или нет. Я доску не обрабатывал никаким антисептиком, потому что мы строили ее зимой, баньку, и сама доска у нас сухая, строганная. Также у меня установлен свайно-винтовой фундамент, на 50 сантиметров поднято от земли. Поэтому, может быть, летом, если будет время, обработаю обвязку, и то не факт, потому что влажность доски маленькая, то есть все окей, все работает как надо. Второй момент, я видел, двое или трое спрашивали, каким степлером я бью, потому что в быстрой съемке увидели аккумуляторный степлер. На самом деле пленку можно бить любым степлером, если вы работаете мало, то есть у вас там свой только домик, да купите вы за 1000 рублей какой-нибудь там самый обычный степлер, крафтуловский какой-нибудь, ну, чтобы он бил нормально. А если вы строите там в год, ну, домов 5, ну, я по себе беру пример, то, ну, я взял на пробу аккумуляторный степлер, это Ryobi, скобы к нему идут 10 мм ширина, то есть обычные скобы сюда не подойдут. Но работать им намного удобнее, потому что рука не устает, пальцы не отваливаются, ты просто нажимаешь на кнопочку, сейчас покажу, как он работает, то есть буквально вот вы подставляете, и кнопочка выстрел, и скоба забивается. Это удобнее, экономит время, экономит силы, бережет пальцы, но стоит намного дороже. То есть можно купить смело там 10 обычных степлеров, если не 20. Поэтому имейте в виду. А следующий момент, что у нас по баньке, давайте пробежимся. Я закрыл полностью фронтон, ну полностью баньку со всех сторон, докуда мог достать. У нас получается, давайте вовнутрь зайдем. Вот такая картинка, то есть остались верхние проемы, там надо снять досочку, тут надо снять досочку, туда не залез в кукушечку, надо было леса еще одну секцию ставить. Поэтому сегодня будем заниматься дальше утеплением. Я бы давно уже сделал черновой пол, но надо все закрыть полностью контур, чтобы, ну мало ли косой дождь будет, сейчас весна будет таять, чтобы сюда не попадало. Как только закрою, сразу утеплитель буду пускать в полы. По утеплению банька у нас такая, скажем, мини-домик. У нас стеночки 150, перехлест 50. Утепляюсь технониколью. Утеплитель у нас Rock Light, каменная вата для мансард, крыш, скатных, холодных чердаков, бань, полы по лагам. То есть нормальный утеплитель. Ширина 60, стоечки все сделаны под 59 сантиметров, потому что доска сухая, строганная. Если была доска естественной влажности, то я рекомендую делать 58 сантиметров, 580 миллиметров. По утеплителю никаких проблем нету, то есть нормальный утеплитель, можно хорошо утеплиться, помимо что будет держать тепло, будет хорошая звукоизоляция, он не гниет, мышь не едят, плесень в нем и грибок не разводится. И сейчас, друзья, если кто будет затариваться утеплителем, под роликом я ставлю промокод на скидку в 15%. На большой оборот, хороший скидос, кэшбэк вам прилипнет в карман. Все подробности вы можете найти под видео в описании. Что дальше? Дальше я уже подготовил площадочку. Окна надо, кстати, на днях поеду, сниму размеры, отправлю заявку, узнать сколько почем окна. Давно бы уже вставил окошки, чтобы как-то, не знаю, посветлее было. На самом деле внутри баньки даже прохладнее, чем на улице. На улице ковыряться приятнее, потому что солнышко, ветра нету, сегодня тепло, нормально. Я уже подготовил одну секцию. Сейчас замерю доску, сюда не хватает 2 брусков, сейчас я их отпилю. Установлю, пробью гвоздями, утеплю вот эту всю площадь, закатаю ветрозащитную мембрану. У нас ветрозащитная Альта Гидро ветрозащита, это диффузионка, она двухслойная. Хорошая мембрана, нормальная для, скажем, такой средний чек, средний бюджет. То есть есть еще круче, еще дороже, есть еще хуже, которые можно тоже использовать. Но вот это золотая середина. Работать отлично, мне нравится. Она не рвется, можно натягивать плотничком, все по красоте. Так, из добавок. Вот, кстати, скобы могу показать для пистолета. Скоба 10 миллиметров. Вот такие. Ну, китайские, да, ну, бьют, держат. Штурм. 90 рублей за коробочку. Не так сильно дорого, хотя обычные скобы, наверное, рублей 40-45 стоят. Который под стандартный пистолет. Снаружи у нас пока вот такая картинка. Надо будет залезть в кукушечку, доутеплить, закрыть, пробить. Потом, это уже забегая наперед, будет делаться обрешетка. Бось. Что-то там в ванной котяра стоит.
Для обрешетки я также закупил брусок. Брусок 3х4. У меня много остатков доски 100×40. С помощью них будем формировать углы. Потому что, делая обрешетку, то есть у нас будет вент-зазор 4 сантиметра, надо будет сначала формировать углы с выступом. Это, я думаю, мы дойдем, я вам все покажу. А так, в принципе, процесс идет. Работа идет, потихоньку двигаемся. Ну и включаем музончик и начинаем работать. Так, друзья, давайте я вам покажу, какой фронт работы я сделал. Полностью закрыл одну сторону, сделал перехлестное утепление и закатал все ветрозащитной мембраной. Окна пока не вырезаю, потому что окна еще надо заказать, потом еще 2 недельки ждать. А моя задача закатать полностью вот эти все просветы, чтобы спрятаться от осадков. Вот так выглядит изнутри. Много, конечно, геморроя, подрезки, вот эти треугольнички, чтобы подгонять, чтобы все было аккуратно, красиво. Но потихоньку процесс идет. Сейчас буду переходить на вот этот край. Пойдем затягивать эту сторону. Поэтому не переключаемся, работаем дальше. Так, друзья, рабочий день продолжается. Хоть сегодня он и второй, но мы трудимся потихонечку. Сейчас покажу вам, как я закрыл вот эту заднюю стеночку. Тут немножко неудобно работать, потому что тенек, снег тает долго, леса не поставишь. Вот на стремяночке приходилось потихоньку налегке лазить. Закрыл полностью до верха, то есть все окей. Там уже потом будет отделка софитами, то есть и все закроется, ничего не надо.
лишних действий. Получается, у нас две стеночки готовы. Вот это первая, вот это вторая. Так, пройдем мы тут. Давайте попробуем. Тут у нас тенек, все во льду. Такой дискомфорт, скажем так. Сейчас переходим работать на третью стенку. Я уже подготовил, поставил туру. То есть сейчас буду закрывать эту стеночку. Все по классике. Сейчас накидаю еще побольше утеплителя, чтобы лишний раз не лазить. И сразу буду с угла закатывать доверха. Потому что потом надо будет переставить туру сюда поближе и закатать этот край. И с этого края уже пущу ветровлагозащитную пленку. Ну, в общем, сейчас вам частями все покажу. Так что работа идет. Продолжаем. Так, друзья, ну что, давайте я вам покажу, какой итог работы. Конечно, не на 100%, потому что уже похолодало, плюс солнышко садится. Осталось прям совсем чуть-чуть, я думаю, зато с утра добью. Если мы заходим вовнутрь, мы видим вот такое перехлестное утепление. То есть уже темно практически. Было бы темнее, если бы вон ту кукушечку я бы доделал. Надо ставить 4 секции лесов, потому что высоко. На той стороне перепадик. Завтра днем в солнечное время доделаю. И все, можно будет начинать внутряночку. Внутряночку что именно? По плану вытащить отсюда весь утеплитель, всю досочку, заложить закладные, то есть надо сделать 3 закладных трапа, 2 закладных под электричество, 2 закладных чисто на всякий случай, мало ли что-то еще надо будет завести. Ну, закладные, я имею в виду, это 50-я труба канализационная, пару труб 32-х ПНДшных канализационных для электрики. И надо будет все отсюда вынести, пропылесосить, и можно будет укладывать в полы утеплитель. То есть потихоньку, полегоньку, чтобы можно было уже ходить по черновому полу. Думаю, на крылечко перебазирую весь материал. Это утеплитель и доску. Потихоньку буду ковыряться внутри. Опять же, в солнечное время, ну, в солнечную погоду. Посмотрю, может, кину удлинитель, повешу пару ламп, чтобы можно было также вам заснять, показать, как делать черновой пол. Потому что делать закладные тоже очень важно. Не все думают, сделаю черновой пол, потом просверлим пол, прорежем утеплитель, вставим трубу. Но тогда вы некачественно проклеите пленку, как нижнюю, так и верхнюю. В этом весь смысл. Надо сразу делать закладные. И желательно с запасом. Если даже вы потом не будете использовать пару закладных, то можно просто будет тупо их запенить и все. Потому что мало ли, вот даже когда мы строили дом, у нас в котельной сделано 2 закладных. Это очень классно, потому что, делая электричество в бане, я могу от щитка, от основного в доме, через низ сразу кинуть кабель. Буквально прокопать тут 1,5 штыка траншейку и заложить электрический кабель, чтобы запитать баню. Доделал я вот этот уголок. Вот такая красота. Пленки не стал подрезать вдоль. Решил просто прорезать сквозь стропила, потому что большие хвосты оставались. И вот так степлером на боковую я сделал. Эта стеночка у нас тоже все полностью готова, поэтому завтра надо будет собрать вот здесь туру 4 метра и вон тот конечек доделать. Поэтому подписывайтесь на канал, друзья, кто хочет знать вести с полей. Я решил делать так, потому что
Ну, инста отвалилась, не грузит. Можно, конечно, там через VPN как-то сидеть, ну, тормозит интернет сразу меньше. Поэтому, друзья, кто хочет быть в курсе событий, как идет стройка, узнавать какие-то полезные советы, хитрости, два варианта. Первое — это телеграм-канал. Вот здесь внизу в описании будет ссылочка. Второй вариант — это группа ВКонтакте. Везде есть свои плюсы и минусы. ВКонтакте можно в ВК в сторисы кидать короткие какие-нибудь видосики, рассказывать. То есть вот мы там строим баньку, рассказываем какие-то моменты. И плюс я делаю часто посты, показываю, что я делаю. Открытые комментарии, можно задавать вопросы, интересующие для себя, можно советовать что-то, рекомендовать. Поэтому, друзья, в описании под роликом будут полезные ссылочки. Это связь со мной на Telegram и на ВК-группу. Все будем выкладывать туда, подробно рассказывать. И также делать для вас полезные видеоролики. Поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсети, чтобы не потеряться. И мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока.